Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно премиальных боеприпасов, что они могут давать, и один, так сказать, лайфхак, который может вам помочь в ПВЕ и, как мне это ни странно, в ПВП. Ну что ж, друзья, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали. И да, это высокие настройки в Одиссее. Выглядит странно. Как это работает? В общем, в чем прикол? У вас есть боеприпасы, есть пушки. И сейчас дело не будет касаться экспериментальных эффектов, либо же гаек на пушке. Говорим именно о снарядах, которые имеются у вас в боезапасе. В чем, собственно, прикол? Нажимаете клавишу 4, и тут у вас вылезает некое меню. Снаряжение, в нем находим синтез и поехали. Мелкокалиберные боеприпасы антиинопланетные. Плюс 5 урона, плюс 10 урона. Дальше боеприпасы для плазменных пушек стражей. Плюс 30 урона, плюс 15 урона. То есть есть базовый, это полностью восстанавливает ваш боезапас. Стандартный, который чуть-чуть увеличивает урон. И, собственно, премиум, который восстанавливает боезапас, естественно, и добавляет бонусный урон. Также, пожалуйста, настраиваемые взрывчатые боеприпасы у нас также имеются. Боеприпасы для пушек Гаусса, энзимных ракетных установок, настраиваемые мелкокалиберные, плазменные, сейсмические, взрывчатые, зенитные, стреловидные, мелкокалиберные, высокоскоростные, это касательно рельсы, боеприпасы для осколочного орудия стражи, вытесняющие боеприпасы для добычи глубин, кстати, ну глубинных залежей, это майнинг, это не то. Дроны, крупнокалиберные боеприпасы, шоковые и так далее. Это будет пустовать вам урон. Ну, в принципе, понятно. Да. ПВЕ-контент. Если нужно резко повысить урон на какое-то определенное время, будь то цель сообщества, зона конфликта, пиратские сигналы, куда вы прям фармите, 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 фармите. И еще даже, если в соло, тоже. Если в компании, то, в принципе, это дело не надо, ибо, ну, есть народ, вам помогут. Но есть некоторые вещи, такие как экспериментальные эффекты касательно, допустим, тех же самых рельсотронов, которые стоят в данном моменте на моем корабле. В чем, собственно, прикол? А прикол в том, что они имеют плазменный рельсовый снаряд. Экспериментальное улучшение, позволяющее преобразовать топливо корабля в плазменные снаряды, но снижающие урон от орудия. То же самое есть, естественно, для плазмы. И как это будет работать с этим? По идее, да и не по идее. У вас это будет почти всегда. За исключением некоторых моментов, о которых мы поговорим далее. Давайте-ка сначала протестируем, действительно ли там те самые 30%, либо что-то там, ну, не сходится. Тестировать все это будем на игроке. Да, это будет корвет с призматическими щитами. И, наверное, возьму я не анаконду, а возьму тоже корвет. Почему? Потому что мы синтезируем премиум снаряды исключительно под каждое гнездо. То есть у вас, если 2/4 пушки, то, собственно, 2 раза нужно будет сделать. Если у вас 6 таких пушек, допустим, вот та же самая анаконда, то нужно сделать так 6 раз. И как бы, ну, разница очевидна. Посмотрим, что да как. Давайте смотреть, что будет без волшебных премиум боеприпасов. На счет 3 стартуем, и я ставлю, естественно, секундомер. Раз, два, три. Ну, 4 за выстрел что-то как-то маловато. Но тут и большое количество щита все-таки. Это игрок, не забывайте то, что непись вряд ли будет настолько жирная. Уже у нас 89, я вижу. Перезарядка, естественно. Можно и больше ставить плазм, но просто, ребята, тратить материалы на большое количество пушек — это такое себе. Поэтому, собственно, я и показываю корвет. Могу взять, конечно, анаконду 6 плазмами. Да, там получается 4 третьих, 2 вторых, и было бы все прекрасно в плане урона, но вы разорились бы на ресурсах. Даже до половины пока не дошли. «48». Можно было оставить на этом моменте, в принципе. То, что сняли половину и так далее. Но не забывайте то, что есть скорость, с которой все дело у нас заряжается. И есть еще такая штука, то, что резисты и плазма несколько по-другому работает. Повышение урона на 30% для обычной пушки и для плазмы работает по-разному. Поэтому доходим до того, как снимем полностью щиты.
24. Ну, еще получается 3-4 выстрела и все. По идее. Блин, еще 2 выстрела, 7%. И получается финальный, и должны снять щиты. Нет, щиты еще не сняли. А вот теперь сняли. 2 минуты 9 секунд. На самом деле дофига. И можно было поставить еще больше плазму. Но помимо все-таки ресурсов, еще как бы разница в 30%, когда 10 секунд и когда 90 секунд немножечко разная и более заметна. Теперь давайте все то же самое, но с премиум боеприпасами. Ох, и синтезируем все это дело. Плазменные боеприпасы, базовый, стандартный, премиум, селен. Да, дороговато. Отлично, и следующий. Готово. По идее, мы сейчас можем посмотреть же это дело. Да, отображается синеньким. Теперь абсолютно все то же самое, но с премиумом. На счет 3. Раз, два, три. Уже по 5 снимает за один выстрел. Ну, вроде как бы да, вроде как бы нет. Но сейчас мы все это дело узнаем. Перезарядка долгая, конечно. И вообще, ребята, если летаете на таких фитах с топливными рельсами, топливной плазмой, озаботьтесь о установке еще одного дополнительного топливного бака. Поверьте, на кораблях как корвет, на катер, та же самая анаконда, танка предостаточно в плане ПВЕ. И, ну, лишний топливный не помешает. Но, естественно, топливозаборник, без него вообще никуда. Ну, по крайней мере, это те правила, которых я придерживаюсь. Так, ну половина прошла быстрее гораздо. Хм, интересно. Немножко отсвечивает, непонятно сколько там. 24, 25. 16. 12. 7. И получается, сейчас еще выстрел, и все слетает. Минута 37 секунд. Разница как бы довольно серьезная. Вам не кажется? На полминуты. Ну, как бы 130 секунд, 97 секунд, разница в 33 секунды, 33 умножаем на 3, получаем 99. То есть у нас разница, грубо говоря, в 1/3. То есть те же самые обещанные нам 30%. Но что же у нас будет, друзья, если мы, скажем, сделаем некоторые вещи? К примеру, сейчас у нас эта штука-то работает. Мы можем это посмотреть таким образом. То, что вот они у нас уже синенькие. Релок. Релок на рабочий стол. Поменяется... Ой, на главное меню. Поменяется ли что-то? Не должно. Специально делаю одним, так сказать, дублем, кадром. Без нарезок, чтобы там не говорили то, что монтаж и так далее, не работает. Заходим еще раз в наши пушечки, в синтез. И да, они синие. Отлично. Но если релок на рабочий стол. А да, и обратите внимание на время в правом верхнем углу. Да, что-то я тупанул. Сейчас сделаем выход на рабочий стол. Я его уже сделал его. И увидимся с вами, когда я запущу игру. Вернулись. Смотрим еще раз. Заходим туда же. Синтез. И все сохраняется. Но что будет, если мы сядем на флотоносец или станцию? Мы сейчас на флотоносце, но не вздумайте нажимать пополнение боезапаса. Мы сделаем лишь дозаправку. Сделали ее. Давайте смотреть.
И все слетает. К сожалению. Если топливозаборником, то все будет хорошо. К сожалению, друзья, вот так вот. И, кажется, при смене корабля тоже, если что, пишите об этом в комментарии, я не успел проверить. Кстати, рельсотроны либо магнитные пушки, электромагнитные, но вы поняли, рельсотрон. Более демократичный в плане используемых ресурсов. Селен там не тратится, то есть сейчас у меня на корабле стоит одна рельса. И что у нас получается? Я захожу также в синтез, боеприпасы для, высокоскоростные боеприпасы. И видим. Ванадий, вольфрам, цирконий и 3. Да, посимпатичнее гораздо выглядит, могу сделать так 26 раз. И самое редкое здесь четвертое, и 3 жрется 2 единицы. В принципе, нормально. Давайте-ка пополним. И попробуем поменять корабль и вернуться сюда снова. Как можете обратить внимание, сейчас сижу в имперском курьере и возвращаемся на нашу анаконду и проверяем. Специально делаю без склеек, без всего остального, повторюсь, если вы мотали, мало ли. Чтобы не говорили то, что что-то там подкрутил, подмонтажил. Мы посмотрим различные варианты. Что-то долго как-то грузится. Прям вот аж неприятно. Игра на SSD. Как бы. Вот мы снова на анаконде. Заходим. Да. Да. Тоже слетает, к сожалению. Грустно это все. Грустно. Ладно, давайте-ка проверим заправку. Сейчас, друзья, я отстреливаю рельсы топливные, чтобы у меня уменьшилось количество топлива. Попутно я это делаю, чтобы еще прогреть свой корабль, чтобы получить повреждения для модулей, чтобы проверить помимо заправки еще и ремонт на флотоносце или станции. Ну, я думаю, достаточно. Сейчас давайте-ка все это дело синтезируем. Специально делаю все это в кадре. Синтезируем только, естественно, одну. Но премиум. Синтезировали. Теперь у нас видно то, что это дело есть. И летим заправляться от этой звезды. Ну, давайте смотреть. Заправим корабль полностью. Тут, правда, стоит топливозаборник 4-го размера, но все же. Ну и просто ждем, пока будет полная заправка. Можем сейчас, кстати, посмотреть на всякий случай, как пошла заправка. Слетела. А вот это я не мог даже предвидеть. При заправке слетает. Обидно и грустно. Ну, в принципе, если нас заправят с помощью топливного дрона, то тут, может быть, нам свезет. Давайте смотреть, что касательно ремонта. Сейчас корабль у нас, естественно, заряжен, точнее, пушка. Обратите внимание. И проведем ремонтик. Смотрим. А вот теперь осталось. Держится. Специально тестирую различные варианты, чтобы вы понимали, что, как и когда будет работать, когда не будет работать. Так, проверяем заправку с помощью корабля и дронов-заправщиков. Показываю то, что у меня все с этим делом есть. Заряжено. А теперь меня заправляют. И заправочка пошла. Спасибо неону. И заправляет. Все, отвалился. Еще заправка пошла. И давайте смотреть. Слетает собака. Слетает. То есть у нас остается лишь один
вариант — это дополнительные топливные баки на 32 тонны. Естественно, если у вас там катер, все гораздо приятнее, потому что у катера топливный бак изначально 64 тонны, а у корвета катера 32 тонны. И слава богу, фронтиры не додумались ввести премиум подписку на эту игру, чтобы у людей был бонус на премиум пушки и все остальное. Но это так, мысли вслух. На лазеры такую штуку, кстати, не поставить, там нету расходуемых боеприпасов. В плане использования в ПВЕ максимум, наверное, на торгоидов. И то, если опять-таки в соло. В плане ПВП, может быть, да, скорее да, чем нет. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous, друзья, и 5000 видосов пробили. Да, все, кто говорят, что в этой игре мало контента и нечем заняться, тут, ребята, его дофига. Столько бы видео не было. Плюс, многие видосы я структурировал. Что это означает? В описании вас ждет 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, реобзоры, материалы, данные, стражи, торгоиды, вооружение корабельное, вооружение ручное, комбинезоны, инженеры ко всему этому делу и много чего еще интересного. Плюс, будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группу ВК, Дискорд сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр, кооперироваться компашкой, чтобы играть хоть в КС, хоть в дотку, не осуждаю. Сам играю в различные игры как по жанру, так и по сеттингу. И еще такой момент. Моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, свои станции, космопорты и так далее. И мы расширяемся. Если хотите в этом деле принять участие, то вам в Дискорд. Там подробные правила вступления и, собственно, шнуры мы не дергаем, как минимум. И еще, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.